Депортация на родину. Польша говорит пока украинцам, кого выставила за границу на этот раз. Украина готовится к симметричному ответу России из-за убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия. Одна из версий расстрела — российский след. Реакция Москвы на заявление Киева. Детали. Жив-здоров, не ранен, не убит. Трамп впервые показался на публике после сообщения о его смерти. Кто был автором новой теории заговора? Самая длительная поездка. Путин отправляется в Китай. Главная тема переговоров – война в Украине. Что хочет услышать Москва от Пекина? Детали. Скандал среди представителей белорусской оппозиции. Соратника Светланы Тихановской обвинили в харассменте. В Демсилах считают виной всему спецслужбы Лукашенко. Что происходит? Масштабное наступление с нескольких сторон. Военные частных американских компаний в Украине и кто из европейцев срывает сроки завершения войны. Обвинения из Белого дома. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Литва выставила зубы дракона против России. Военные Вильнюса установили их на неиспользуемых дорогах у некоторых погранпунктов с Россией и Белоруссией. Подвезли такие зубы и на действующие КПП. Они размещены в легкодоступных местах рядом с трассами, чтобы в случае необходимости их можно было быстро развернуть. Установка барьеров плановая, сообщает пресс-служба литовской армии. Заграждения станут частью будущей Балтийской оборонной линии, долгосрочного плана стран Балтии и Польши по снижению угрозы сухопутного вторжения, говорится в заявлениях военных. При этом про укрепление границ европейских стран, которые соседствуют с Россией, говорила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Эстонии она заявила, что Европа сосредоточена на усилении как собственной оборонной позиции, так и обороны Украины. Если смотреть в будущее, у нас есть три основные задачи, над которыми мы должны работать. Первое – это, безусловно, наша собственная европейская оборонная позиция. В октябре на Европейском совете в Дании, на неформальном заседании, комиссия представит дорожную карту РДНС 2030, где мы проанализируем существующие пробелы и пути их устранения. Наша цель – к 2030-му значительно закрыть все выявленные сегодня пробелы. Второй параллельный путь – конечно, укрепление оборонной позиции Украины. Третий элемент – долгосрочный. Это наш новый современный европейский бюджет, который комиссия недавно предложила. Польша продолжает депортировать украинцев. На этот раз выдворены 15 человек. Пограничники доставили их к границе и передали украинской стороне. Граждане Украины, которые поехали на родину, непростые. Они неоднократно привлекались к ответственности за преступления, сообщает польская погранслужба. Среди правонарушений — хранение запрещенных веществ, кражи, разбои, подделка документов, управление транспортными средствами в пьяном виде, а также организация незаконного пересечения польской границы. Депортированным украинцам также запрещен въезд в Польшу в ближайшие 5-10 лет. Российский след – это одна из версий убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины Парубия, которую озвучила полиция Украины. Сведения о том, что это убийство как-то связано с убийством Ирины Фарион, у украинских правоохранителей нет. В Украине продолжают говорить о вчерашнем расстреле нардепа во Львове. В Верховной Раде уже заявили, что это теракт, устроенный Россией, а поэтому Киев должен отвечать симметрично. Это цитата. Но как именно, не уточнили. Это новый уровень, и сейчас я считаю, что никто уже не есть в безопасности. Верховная Рада есть как такой залог демократии в нашей стране, принятия решений, и четко нужно будет соблюдать меры безопасности, в том числе и во время проведения заседаний Верховной Рады, потому что Россия уже показала, что она готова и против институций воевать демократических. Поэтому я еще раз повторюсь, это может быть новым этапом войны для уничтожения институций и на территории Российской Федерации, в том числе, в зависимости, какие решения будут приняты нашим руководством. В Украине также заявили, что сейчас российские спецслужбы не могут дотянуться до Зеленского, поэтому взялись за других. В стране будет проводиться расследование, почему киллеру удалось совершить выстрелы в Парубия, который, напомню, стал максимально известным в стране в годы Майдана, когда был комендантом палаточного лагеря и руководителем самообороны Майдана. В 2019 году Государственное бюро расследования открывало также уголовное дело и подозревало экс-спикера Парубия в организации событий 2 мая 2014 года в Одессе. Преступление было, к сожалению,
тщательно подготовлена. Но делается все для раскрытия этого преступления. Говорил также с Василием Малюком. Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Я поручил безотлагательно предоставлять нашему обществу проверенную информацию. В России уже отреагировали на убийство Порубия, в МИД РФ по этому поводу решили пошутить. Полиция во Львове пока не нашла убийцу Андрея Порубия. В ведомстве заявили, что нападение тщательно готовилось. Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на Северном потоке, один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы. В то же время МИД Польши заявили, что убийство потрясает. Сикорский заявил, что был лично знаком с Порубием. Знакомство произошло также в период Второй революции. Далее цитата. «Когда мы, министры Веймарского треугольника, вели переговоры о прекращении резни в 2014 году». Конец цитаты. Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове потрясает. Выражаю искренние соболезнования близким и всему украинскому народу, потерявшему одного из своих лучших сыновей. Трамп жив. Вице-президент США Джей Ди Венс случайно стал причиной вирусного тренда в соцсети X, вызвав волну слухов о болезни и кончине президента Трампа. 30 августа на платформе X появилось почти 90 тысяч сообщений с хэштегом «Трамп мертв». Спекуляции начались после интервью Венса, в котором он отметил, что готов заменить Трампа в случае ужасной трагедии, подчеркнув при этом, что президент в отличной форме. Сам же Трамп несколько дней, как писали любители теории заговора, не появлялся на публике, что для него не свойственно. Однако все теории разбились в субботу. Белый дом опроверг все домыслы о состоянии Трампа. Там заявили, что президент отправился поиграть в гольф вместе с внучкой в сопровождении огромного кортежа автомобилей. В соцсетях были опубликованы соответствующие кадры. Путин отправляется в Китай, чтобы обсудить войну в Украине и сверить часы с Си Цзиньпином. Поездка станет рекордной по длительности для Путина, и этим она не характерна. На китайской земле Путин пробудет целую неделю. На параде в Китае он станет главным гостем наряду с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также лидерами Ирана и Кубы. Об этом пишет The Guardian. Главная задача такого визита – согласование позиций с Пекином. Кремль хочет знать, может ли он рассчитывать на дополнительную помощь от Китая и как Пекин отреагирует, если США попросит его надавить на Россию для завершения войны. В то же время Россия заявляет уже второй раз за эту неделю: цели будут достигнуты. Вслед за министром обороны Белоусовым подобное заявление сделал начальник российского генштаба Герасимов. Он дал понять, Россия будет наступать с нескольких направлений. На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск. Необходимо отметить, что материальной основой наших успешных действий является своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружений и военной техники. Выполнение задач специальной военной операции объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период. Несмотря на заявление Герасимова, украинские и западные аналитики еще несколько дней назад заявляли, что начавшееся в конце весны большое летнее наступление России провалилось, а на новое масштабное продвижение армия РФ сейчас не способна. Именно поэтому Кремль выставляет требование вывода ВСУ из части Донбасса. В то же время США может отправить в Украину не свою регулярную армию, а представителей ЧВК, но не для войны с Россией, а в рамках долгосрочного мирного плана. Военные подрядчики из США могут быть задействованы в восстановлении и укреплении линии обороны, а также будут защищать американские коммерческие интересы в Украине. План разрабатывается как обходной путь после обещания президента США не размещать американские войска в Украине, пишет The Telegraph. Представители частных военных компаний должны стать сдерживающим фактором, говорится в публикации. Кроме того, в Европе обсуждают закрытие неба над Украиной для защиты гражданских полетов. Это одна из гарантий безопасности. Возобновление авиасообщения рассматривается как ключевой элемент для инвестиционного подъема в пострадавшей от войны стране и помощи в возвращении беженцев. Сначала миссия с использованием патрулей западных истребителей и наземных систем ПВО будет направлена на открытие аэропортов Львова и других городов на западе Украины. По мере укрепления уверенности в соблюдении договоренностей о перемирии, миссия будет расширяться на восток к Киеву и другим городам.
Европа тайно срывает сроки завершения войны в Украине. Так считает Белый дом. Громкое обвинение звучит так. Европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа по завершению войны в Украине, но за кулисами фактически мешают прогрессу, достигнутому после саммита на Аляске. Об этом пишет издание Axios. Уточняя, что у Вашингтона нет претензий к Лондону или Парижу, возникают проблемы с другими европейцами, но не уточняется, кто именно вставляет палки в колеса. При этом Европа отвергает такие обвинения. В Белом доме теряют терпение, обвиняя европейских лидеров в том, что они подталкивают Украину добиваться нереалистичных территориальных уступок от России. По данным Ахиас, среди санкций, которым США подталкивают Европу, полный отказ от закупок российской нефти и газа, а также вторичные тарифы ЕС против Индии и Китая, аналогичные уже введенным США против Индии. Немецкий канцлер Мерц накануне заявил, что по России надо нанести удар экономический, лишить Россию, далее цитата, экономической возможности вести войну. Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить эту ужасную войну. Но все наши усилия в последние недели сталкиваются с еще более агрессивным подходом московского режима к народу Украины. И это не прекратится, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия больше не могла продолжать эту войну, по крайней мере, по экономическим причинам, возможно, также по военным причинам, но в любом случае по экономическим. А вот в Белом доме считают, что Путину и Зеленскому надо дать еще время для того, чтобы помахать кулаками. Вашингтон сравнил Украину и Россию с детьми, которые бьются на детской площадке. Трамп считает, что пройдет время, и его встреча с Зеленским и Путиным таки состоится. Трехсторонняя, возможно. Двусторонняя, не знаю. Но трехсторонняя встреча будет. Иногда стороны просто не готовы. Я часто использую аналогию. Есть ребенок и другой ребенок на площадке. Они ненавидят друг друга и начинают махать руками, драться. Вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают. А потом, спустя время, они сами рады остановиться. Понимаете? Иногда нужно дать повоевать немного, прежде чем они будут готовы прекратить. Но эта война идет уже давно. Много людей погибло. Напомню, на этой неделе в Кремле заявляли, встреча Путина и Зеленского возможна, но должна быть хорошо подготовлена. По словам Пескова, нельзя сказать, что в настоящее время бурлит экспертная и предварительная работа, которая должна быть проведена перед диалогом Зеленского с Путиным. Соратника белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Павла Латушко обвинили в домогательствах или же харассменте. Сделала это член Координационного совета белорусской оппозиции. Девушка утверждает, что оппозиционный политик пригласил ее в ресторан в Варшаве. В заведении, уверяет Карпушонок, официанты хорошо знали предпочтения Латушко в еде и алкогольных напитках. Латушко якобы оказывал знаки внимания девушке, в том числе шутил, что она может стать первой леди. В итоге я столкнулась с сексуальными домогательствами от этого человека, если его можно так назвать. Более того, из-за моего отказа он угрожал мне проблемами в Польше, обещал рассказать обо мне такое, что меня либо посадят в тюрьму, либо выдворят в Беларусь, потому что его слово против моего имеет вес и поверит именно ему. Зарплату я так и не дождалась, только несколько раз Павел Павлович давал мне деньги, но просил написать расписку, где я указывала точную сумму в евро. Латушко все отрицает, говорит, в ресторан с Ольгой не ходил и вообще он не пьет спиртное практически 10 лет. Политик заявил, что готов пройти полиграф, а все обвинения Карпушонок – не что иное, как работа спецслужб Лукашенко. Латушко рассказал, что Ольгу подозревали в работе на спецслужбы иностранного государства, ей предложили пройти полиграф, после чего она прекратила сотрудничество с командой Демсил Беларуси. То, что опубликовала Ольга Карпушонок сегодня на своей странице Facebook, это ложь и клевета. Я убежден, и у меня в этом нет ни малейших сомнений, ни 1%, ни доли процента, что ее действия инспирированы спецслужбами режима Лукашенко. И я постараюсь доказать этого сегодня в ходе этого видео и в дальнейших своих правовых действиях. В посте, который опубликовала Ольга Карпушонок, нет ни одного слова, ни одного факта правды.
Казахстан и Китай усиливают стратегическое сотрудничество. В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который стартует 31 августа в китайском Тяньцзине, Токаев встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Китай – крупнейший торговый партнер Казахстана, заявил Токаев на переговорах с Си. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня – 44 миллиарда долларов. Страны вместе реализуют масштабные инфраструктурные и промышленные проекты. Си Цзиньпин заявил, что Китай и Казахстан – это доверительные и надежные стратегические партнеры. Далее цитата. «Как бы ни изменилась международная обстановка, наши страны должны остаться приверженными курсу добрососедства и дружбы, придерживаться принципа открытости и обоюдного выигрыша, неуклонно стремиться к совместному формированию сообщества единой судьбы». Как итог, между Астаной и Пекином подписали 20 двусторонних документов о сотрудничестве между двумя странами. 28 лет назад мир потерял Леди Ди. В ночь с 30 на 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская Диана. Ей было всего 36 лет. Жертвами ДТП также стали бойфренд Дианы Доди Аль-Файет и водитель Анри Поль. Народная любимица Леди Ди была символом открытости, доброты и человечности британской монархии. Она воспитала двоих сыновей, принца Уильяма и Гарри, и за свою жизнь завоевала любовь миллионов, получив прозвище «Королева людских сердец». Брак с наследником престола принцем Чарльзом оказался несчастливым. Пара официально развелась в 1996 году после 15 лет совместной жизни. Но всего через год судьба трагически оборвала жизнь принцессы. В 2002 году в опросе BBC она заняла 3-е место среди 100 величайших британцев в истории. По данным британского таблоида Sun, принц Гарри может снять документальный фильм, приуроченный к 30-й годовщине смерти его матери, принцессы Дианы. Как пишет медиа, это один из потенциальных проектов, которые принц Гарри и его жена Меган Маркл могут разработать для Netflix. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.